on some sad old railroad and let the 219 pacify my mind. Oh, my mind, trouble in mind. I'm blue, but I won't be blue always. Yeah, 'cause the sun is gonna shine in my back door someday. Yes, yes, I'm going right on down to the river. I'm gonna take my easy chair. And if the blues come and get me, I might just rock on away from here. Yeah, yeah, trouble in mind. Yes, I do. But I won't be blue always. The sun is gonna shine in my back door someday. Yeah, yeah, yeah. I tell you that the sun is gonna shine in my back door someday. Yeah, trust me, mine. Всем привет! С вами канал Трипология звука. У нас очередной обзор. Снимаю его экстренно, внезапно, потому что прибор уже должен уезжать, а у меня очень мало времени. Записываю это дело днем, потому что другой возможности не будет. Как вы можете видеть, сегодня у нас на обзоре электроника М26. Один из двух вокодеров СССР. Прибор неоднозначный, достаточно любопытный, поэтому я решил записать вам видео. Не каждый из вас имеет возможность увидеть этот прибор, пощупать его руками, поэтому постараюсь сделать это за вас. Итак, что же необычного в этом приборе? Те, кто не в курсе, вокодер, если вы откроете Википедию и почитаете, изначально к нам пришел из средств связи и использовался там вокодер для того, чтобы можно было, скажем так, сжать поток полезного сигнала и, преобразовав его на выходе, получить более чистый сигнал. То есть, условно говоря, у нас есть некоторый спектральный сигнал, да, и есть его некоторая модулирующая частота. Так вот, модулирующей частотой брали голос, на его передавали, да, и на принимающей стороне, то есть подавали спектральный сигнал, модулировали его голосом, и получалась, собственно, речь. И ввиду того, что при таком способе кодирования информации не нужен весь спектр как бы частоты, да, то есть качество связи улучшалось, передавать можно было на более дальние расстояния и так далее. То есть и позже вокодер, вообще слово вокодер состоит из двух слов. Voice coder, то есть кодировать голос. Его стали применять музыканты, потому что голос, преобразованный с помощью такого способа, он становился очень электронно звучащим, похожим на робота, роботизированный голос. И звук вокодера вы можете услышать во многих композициях 90-х. Это было очень популярно. Есть некоторые классические композиции, там где это используется. Таким образом, вокодер из средств связи перешел в электронную музыку. В СССР вокодеров, насколько я знаю, было два. Это как раз таки электроника М26 и
прибор киевского производства Крок, кооператива, который так и назывался, по-моему, Крок Вокодер, который представлял собой отдельный модуль. Сам вокодер может быть как частью устройства, да, так и отдельным модулем, потому что именно вокодер занимается, скажем так, модулированием сигнала, да, пропуском по частотам. Но чтобы вокодер заработал, ему, во-первых, нужен сигнал, желательно с широким спектром, который он будет уже декодировать, да, и, соответственно, нужна огибающая голоса, ну, в классическом применении. Но музыканты стали применять вокодер не только для голоса, но также для ударных, для всяких тягучих долгих звуков, и это все достаточно любопытно. Так вот, вокодер, который Крок, это отдельный модуль, да, то есть у него нет синтезирующей части, ему нужно подавать внешний источник сигнала. Здесь же у нас, получается, есть блок синтеза, да, это классические, в общем-то, струнные, да, и есть, соответственно, вокодер. Здесь есть источник звука, да, и сам вокодер. Нам остается только подать звук голоса с помощью микрофона, и мы можем уже слушать тот самый знаменитый звук. On the seven sea, the young man walked down in the cool of the day, called out him by his name, and he refused to answer. They called him naked and ashamed. Who's the riding? John Rowena. Who's the riding? John Rowena. Who's the riding? John Rowena wrote the book on the seventh sea. You know, rise and tell a pastor, and three he ran away. Said, watch with me 1 hour till I go young and pray. Tell me who's the riding? John Rowena. Tell me who's the riding? John Rowena. Who's the riding? John Rowena wrote the book on the seven sea. Who's the riding? John Rowena. Tell me who's the riding? John Rowena. Who's the riding? John Rowena wrote the book on the seven sea. Christ came on Easter morning. Mary and Martha was there to see. God sent my disciple to meet me in Galilee. Tell me who's the riding? John Rowena. Tell me who's the riding? John Rowena. Tell me who's the riding? John Rowena wrote the book for the seventh seal. Who's the riding? John Rowena. Who's the riding? John Rowena. Tell me who's the riding? John Rowena wrote the book for the seventh seal. Перед тем, как перейти к внешнему виду и элементам управления, давайте посмотрим вот на эту часть. На ней мы видим блок-схему устройства данного прибора. И в принципе эта блок-схема достаточно классическая для вокодеров. Возможно, когда делали схемотехнику данного прибора, вдохновлялись некоторыми зарубежными приборами. Дело в том, что здесь применены некоторые такие подходы, которые тоже использовались за рубежом. И вряд ли так произошло, что совпало, да, у наших инженеров и зарубежных, что они пришли к одному и тому же решению. Достаточно странному. Например, такое решение, что вот вибрато, модуль вибрато, он начинает работать только при поступлении сигнала вокодера. То есть, если вы будете двигать ползунки вибрато, и там есть такие еще определенные акцент называется, я сейчас его покажу, то когда у нас не поступает модулирующего сигнала, звук у нас, соответственно, не будет изменяться этими регуляторами, а он будет изменяться только при подаче речи. Что у нас есть? Соответственно, у нас есть тон-генератор, у нас есть некоторый микшер, куда поступает звук с тон-генератора. Тон-генератор — это имеется в виду генератор самого вокодера EM26, то есть звук струнных. Но помимо этого в этом смесителе есть линия C,
и на задней панели тоже расположен вход C. То есть мы можем модулировать наш голос не только звуком этого прибора, но и звуком внешнего прибора. То, что предусмотрели, это очень хорошо. У нас есть анализатор-синтезатор, как они здесь его назвали, но по факту это и есть вокодеры. Также у нас есть линия А и микрофон. Да, это два входа, просто с разной чувствительностью, которые как раз таки формируют вот эту огибающую, скажем так, голоса в классическом виде для вокодера. После этого, соответственно, звук вокодера проходит через хорус, его можно включать-выключать, и идет на выходной усилитель. Звук струнных всегда работает через хорус, отключить его нельзя. Давайте взглянем на заднюю панель. Соответственно, у нас есть входы. Микрофонный, вход линия А. Это именно входы, которые будут модулировать сигнал. Сигнал, который поступает либо от самой электроники М26, звук ее струнных, да, либо тот сигнал, который поступает на линию С. Далее у нас есть выход для наушников, линейный выход и возможность подключения педали. Как вы видите, здесь уже установлены джеки, то есть этот прибор, по-моему, 90-го года, этот прибор из первой сотни, у него номер там 114, по-моему, и здесь уже установлены классические джеки 6,3 мм. Также мы видим надпись электронику, и здесь есть такой тумблер включения, соответственно, и шнур питания.
Те, кто из вас сталкивался с электроникой EM25, вполне могут узнать продолжение дизайна и преемственность в M26, потому что многие элементы управления и функционально, и визуально повторяют EM25. Например, блок транспозера практически полностью визуально совпадает, джойстик здесь применен такого же типа. Псевдосенсорные кнопки, которые есть в EM25 первой ревизии и второй, они разные. В этом приборе, например, сочетаются, то есть, например, здесь у нас применена щелкучка, а здесь у нас мягкая кнопка. То есть, видимо, запасы оставались и тех, и других, и применили, соответственно, обе. Как видим, клавиатура состоит из 2,5 октав. В принципе, этого достаточно. Также у нас есть кнопка октава, которая позволяет повысить тон всей клавиатуры на ступень вверх. И, в принципе, этого достаточно. Ну что, давайте рассмотрим элементы управления EM26. Сразу буду показывать, как и что влияет друг на друга, потому что здесь достаточно специфическое управление. Нужно понимать, как это все работает. Начнем мы с вами с блока транспозера. Здесь, в принципе, достаточно все просто. Да, громкость общая, кнопка октава, которая повышает на 1 октаву звук, транспозер, интервал и строй. И вот ручка интервал здесь достаточно необычно, потому что ручка интервал в EM25 она работала только с педалью, здесь же она работает по умолчанию. Про ручку строй ничего говорить не буду, понятно, что это для точной подстройки инструмента. А вот ручка интервал имеет некоторую особенность, то есть ее задумка этой ручки, да, то есть она должна устанавливать диапазон работы транспозера, то есть интервал работы, интервал, на который снижается при крайнем положении влево или вправо. Но есть такая особенность, помимо того, что она это делает, она еще изменяет общий строй инструмента, и это очень неудобно. То есть сейчас вот я нажму какую-нибудь клавишу, да, и мы можем слышать, что, изменяя интервал, я изменяю и строй инструмента. Это не очень хорошо, это неудобно, на лету мы быстро не можем перестроить, но так оно работает с завода. Еще одна особенность, которая мне не понравилась, которую я как бы поправил, в минимальном значении в электрониках M26 транспозер не работает вовсе. То есть здесь я этот момент немножко исправил, и в минимальном значении транспозер работает на минимальное положение, буквально там на 50-60 центов, полтона. Потому что это кажется очень нелогичным. Впервые столкнувшись с данным прибором, и когда ручка это стоит в ноле, и попробовал нажать транспозер влево-вправо, то есть он, соответственно, не сработал. Здесь, правда, была неисправность, и он бы все равно не сработал, но даже когда я отремонтировал, ничего не работало. И уже позже, разобравшись в схеме, побеседовав с коллегами, я разобрался, что, оказывается, это нормальное поведение для этого прибора. Поэтому я эту досадную неисправность устранил, не понимаю, зачем выключение транспозера вовсе. То есть да, транспозер технически может влиять на строй ввиду своей, скажем так, неточности, как и VM25, но в минимальном положении, опять же, он обычно зафиксирован, ничего страшного не происходит. Вот, сейчас, соответственно, звучит это вот таким образом, да? Влияние транспозера при минимальной ручке интервал минимально, соответственно. Мы можем установить больше. Достаточно это для меня непривычно, но есть как есть.
Следующие элементы управления, с которыми нужно ознакомиться, это, соответственно, сам генератор струнных. Струнные здесь построены, в принципе, достаточно классически. Здесь упрощенная схема EM25, очень-очень сильно упрощенная. Здесь не вывели отдельных ручек регистров. Здесь вместо этого есть фейдер, который назван скрипка-виолончель. Он по факту переключает микширование между четвертыми и восьмыми. Звучит это, соответственно, вот таким образом, да. Есть ручка спад, которая при минимальном значении которой у нас минимальный релиз, при максимальном. То есть у нас максимально простое управление. И есть, соответственно, уровень и выключатель данной секции. Хорошо, что данную секцию вообще вывели в усилитель, то есть ей можно пользоваться как струнными. Звучит она достаточно неплохо, но ее основное назначение, соответственно, это быть источником для модуляции сигнала. Особенность, которая есть в EM26. В EM26 есть хорус. Этот хорус для струнных всегда включен. В принципе, это логично. То есть, чтобы получить звук струнных, в таких стринг-машинах берется меандр какой-то на 4-е, 8-е, и этот меандр обрабатывается хорусом. Чем лучше хорус, чем лучше у вас звук струнных. Поэтому в том 1501, например, наверное, лучшие струны, потому что там трехточечный хорус на пиле, и он очень хорошо звучит, когда настроен. Здесь все намного проще, сама линия здесь очень простая, там прямоугольник, насколько я помню. Звучит он неплохо, но примитивно достаточно. Так вот, особенность, да, то есть хорус в электронике M26.1, но он используется и для струнных, соответственно, и его можно включать на линию, которая будет модулироваться. Микрофон, например, либо там драм-машинка, смотря что вы подадите. Вот. И если для внешних источников можно выключить хорус, то для самой стринг-машины нельзя. Но это еще полбеды. Есть вторая кнопка для хоруса, которая как бы переключает вид с медленного на быстрый. И вот эта кнопка, она влияет и на струны, и это очень нелогично, то есть только зная, как это устроено, ты понимаешь, как это работает. То есть получается, вот сейчас, когда кнопки хора отжаты обе, у нас медленный хорус на струнных, а когда нажато, соответственно, чуть-чуть быстрее. И причем он не то что быстрее, он там такой волнообразный со ступеньками, даже по сигналу осциллографа. Скорее всего, это такая некоторая недокументированная возможность. Я не особо подробно читал инструкцию, не уверен, что там написано про это. Но меня это ввело в заблуждение, потому что я считал, что хорус отключается целиком. И даже искал на схеме, почему у меня не выключается хорус для струнных. Кстати, можно сделать очень легко мод, и хорус для струнных тоже будет выключаться. Это все возможно.
Следующее, что нам с вами нужно рассмотреть, это вот эти две ручки. В группе уровень первая ручка линия А, микрофон, и вторая ручка линия С. То есть нужно понимать, чем отличаются эти ручки. То есть микрофон и линия А – это источник модулирующего сигнала. То есть это звук голоса, либо драм-машинки. В данном случае у меня, например, подключена драм-машинка на линию А. Линия С – это же сигнал, который послужит основой спектра для сигнала вот этого, который модулирует. Эта ручка, она вводит звук с разъема, который мы видели сзади, с линии С, и подмешивает его к звуку самого вокодера EM26. То есть сейчас, когда она установлена в ноле, у нас берется за основу звук именно самого вокодера, и мы можем видеть его уровень. Соответственно, если мы подключим еще какой-нибудь источник, то можем использовать за основу их совместно. Например, я в демо буду применять как звук самого вокодера плюс звук драм-машинки как источник. Дело в том, что для вокодинга очень интересно применять всякие шума и спектрально широкие сигналы. То есть это дает максимально интересные результаты. Соответственно, микрофон линия А – это у нас один ползунок, который вводит в вокодер звук как микрофона, так и какого-то внешнего устройства. В моем случае это драм-машинка. Сейчас я вам продемонстрирую, как это работает. Есть у нее одна особенность у этой ручки. В EM26 при выведенной ручке, если вы подадите сигнал, сигнал будет частично просачиваться. То есть ввиду, скажем так, особенностей схемотехники, здесь 10-полосный вокодер, он не идеален, он аналоговый. И некоторые частоты в спектре по плате и по самим элементам могут не фильтроваться сверхидеально, как это в цифровых вокодерах, и поэтому мы можем слышать некоторый звук. Рекомендуется, если не используешь внешний вход, просто регулятор этот уводить в ноль, чтобы у нас не пролазили шума. Если источник будет сильно шуметь, то мы будем это слышать, соответственно. Показываю на примере. Запустил драм-машинку. И вы можете слышать вот этот звук. Этот звук как раз таки тот, который пролазит через вокодер, не модулируясь. Да? Если я сейчас нажму аккорд на вокодере, соответственно, звуком драм-машинки этот аккорд будет модулироваться. То есть, когда я нажимаю клавишу, открывается гейт и начинается модуляция. Закрывается звук, соответственно, ручки спад. То есть, если спад будет стоять в ноле, то у нас максимально быстрое срабатывание. Если в максимуме, то оно более плавное. А теперь давайте рассмотрим секцию, которая, собственно, отвечает за вокодер. Здесь всего лишь две ручки, которые подписаны микрофон-вокодер и, соответственно, включатели хоруса. Дело в том, что вот эта ручка микрофон-вокодер, это по факту, то есть эта ручка на самом деле dry-wet по-английски, то есть чистый смикшированный сигнал, чистый и пропущенный через вокодер. В верхнем положении у нас звук напрямую с входов, в нижнем положении пропущенный через вокодер. Звучит это, собственно, таким образом. Включаю драм-машинку. То есть драм-машинка подключена в линию А, я ее вывел до каких-то значений, и я могу чистый сигнал с драм-машинки пока у нас есть такой сигнал, давайте послушаем, как работает хорус. Как я уже говорил, на внешние входы хорус можно выключать, то есть сейчас он выключен. У нас остался всего лишь один блок элементов управления, который мы не рассмотрели. Это блок, который касается вибрато. Помимо знакомых вам регуляторов глубина вибрато и скорость вибрато, здесь есть ручка акцент. Вот чтобы понять, как она работает, я прочитал инструкцию и могу вам рассказать. Дело в том, что, как я упоминал, вибрато здесь начинает работать только когда подается сигнал модуляции, голос, либо вот сейчас как драм-машинка влияет. И только в этом случае вибрато начинает влиять на тон-генератор. Сейчас я, чтобы продемонстрировать, как это работает, включу тон-генератор, то есть у нас будет чистый звук тон-генератора, струнных, да. Я подам модулирующий сигнал.
вы можете его слышать. Он звучит в чистом виде вот так. И введу ручку акцент. Давайте послушаем, как это работает. Я вам демонстрировал это на чистом звуке для того, чтобы вы понимали, что происходит с тон-генератором, когда приходит модулирующий сигнал, особенно в виде коротких звуков. То есть на каждый короткий звук, когда выведена ручка акцент, у нас происходит изменение питча. Да? Но чем дольше звук, и если у нас выведена ручка глубина вибрато, то у нас проявляется уже, соответственно, вибрато на модулируемом звуке. Чтобы вам максимально хорошо это показать, я сейчас возьму микрофон. Источником у меня будет микрофон. И покажу, как это звучит, соответственно. Показываю просто вокодер. Нажимаю какую-нибудь ноту. 1, 2, 3, 1, 2, 3, раз, два, три, 4, 5, раз, два, три, 4, 5, 1. Но если при этом я буду держать ноту и введу ручку глубина, то вы сейчас увидите, что произойдет. Вначале смотрим, когда эти регуляторы в минимальном положении. Проверка. Проверка микрофона и вибрато. Акцент, акцент, акцент. Хорус на вокале, хорус на вокале, хорус. Секция вибрато у нас начинает работать только при подаче модулирующего сигнала. It's a fine day, people up on windows, mainly for houses, just for a short walk. They look at the girls, and they look at the girls, they look at the sky. It's going to be a fine night tonight. It's going to be a fine day tomorrow. Sitting in this field, I remember how we were going to sit in this field, but never quite did. Read your appointments or something. Sitting in this field, I remember how we were going to sit in this field, but never quite did. Read our appointments or something. Read our appointments. It's a fine day, people up on windows, many for houses, just for a short walk. They look at the girls, and we look at the girls, they look at the sky. It's going to be a fine night tonight. It's going to be a fine day tomorrow. Итак, что с этим всем можно делать? То есть, во-первых, можно получать классический звук вокодера. Для этого вам нужен микрофон. Вы его подключаете в микрофонный, соответственно, вход. Выводите ручку линия А микрофон вверх, чтобы не клиповало примерно по звуку. 1, 2, 3. Выключаете звук струнных, чтобы они только модулировали сигнал. Ставите ручку микрофон вокодер в минимальное положение, нажимаете какие-то клавиши и говорите какие-то слова. Так работает вокодер электроники М26. М26.
М26. М26. По надобности добавляете вибрато, если нужно, чтобы получить более протяжные какие-то дрожащие звуки. Также используйте транспозер по надобности. Проверка транспозера. Транспозер модулирует голос. Так мы получаем звуки роботов со старых советских мультиков и фильмов, а также множество других сериалов старых. Это классическое использование вокодера. Помимо этого, что можно делать интересного? Мы подаем сигнал с какими-то периодичными сигналами, например, драм-машинка. Показываю. Сейчас драм-машинка подключена в линию А, регулятор мы вывели, настройки все в том же положении. Когда я буду подавать мелодическую ноту и нажимать на драм-машинке какой-то удар или паттерн включу, то у нас, соответственно, будет модулироваться этот сигнал, только уже не голосом, а драм-машинкой. Иногда это дает достаточно любопытные и интересные результаты. Таким способом можно получить достаточно интересные мелодико-ритмические паттерны. Следующий способ использования – это использование внешней модуляции. То есть в данном случае источником сигнала спектрального, да, у нас будет не стринг-машина EM26, а какой-то внешний сигнал. Этим сигналом может быть шум, этим сигналом может быть драм-машинка, этим сигналом может быть какой-то другой синтезатор с более жирными, плотными, например, звуками. Сейчас для примера я переставлю вход драм-машинки из линии А в линию С. Тем самым драм-машинка у меня будет источником сигнала, и она будет давать именно основу звука. Я буду говорить слова в микрофон, и вы послушайте, что произойдет. Для этого я ввожу линию С. При таком паттерне использования мы, соответственно, активируем вокодер своим голосом, и наш голос является огибающей для звуков и частот драм-машинки, и получается мы можем получать уже вокально-ударные рисунки. Если к этому всему еще добавить шум или мелодию, то становится совершенно любопытно. Как я уже говорил, линия C, она работает параллельно со звуком самой EM26, и то есть сейчас, если я нажму клавишу какую-то и буду говорить в микрофон, и драм-машинка у меня параллельно подает свой сигнал на линию C, то мы услышим те слова, которые я произношу, смодулированные драм-машинкой и струнными. Давайте послушаем, как это звучит. Ударные плюсы, струнные. Таким способом мы уже получаем более сложные паттерны. Самый интересный кейс использования – это когда вы не говорите в микрофон, а подаете вокальные фразы с какого-то внешнего устройства. Это наиболее интересно, потому что это могут быть не только вокальные фразы, но и какие-то мелодии. И в данном случае у вас будет вокодер кодить, понятно, что не голос, а ту партию, которую вы подадите. Этой партией может быть партия гитары, партия пиано, но, соответственно, самое интересное, что может быть, это партия вокала. Сейчас я вам покажу, как это может звучать и как это работает. Для этого мы берем, соответственно, шнур с джека, например, на мини-джек, подключаем в линию А, как мы ранее подключали драм-машинку,
мы уже можем видеть, что у нас появился фон. Вот этот шум, кстати, тоже можно использовать как источник. Мы слышим, да? И берем сигнал, ну, например, с ноутбука. Я очень люблю брать звук всяких акапелл блюзовых. И именно звук акапелл блюзовых дает максимально такие интересные сочетания вместе с партией, которую ты играешь на синтезаторе. Показываю, как это работает. Сейчас будет достаточно шумно, потому что источник я перегружаю, чтобы максимально хорошо получить звук вокодинга. Я нажимаю заранее какой-то аккорд, мы уже слышим шум источника и запускаю вокальную партию в роли, соответственно, модулятора. Таким способом мы можем очень круто джемить, видоизменять вокал, чтобы сменить гамму, поправить мелодику или так далее. Вокодер позволяет очень сильно изменять исходный вокал и всякие партии. И вот это самое интересное. Да, здесь есть некоторые нюансы, особенности, но если их знать, то можно использовать прибор максимально широко. Just don't try, you're trying to live. They'll talk about you still. Even bad is a man, a true friend is hard to find. Don't you mind, you're free. Don't mind, people gonna let you free. Don't mind, people gonna let you free. Don't you mind if people run in your way? Jump, you up and down, just as soon as you're back to town, they'll be trying to price you down. Here's but now, this is mine. A true friend is hard to find. Don't you mind if people run in your way? Don't mind people run in your way. Don't mind people run in your face. Just like this is mine. A true friend is hard to find. Don't you mind people run in your face?
Перед тем, как сделать выводы, давайте немного еще поговорим о недостатках, особенностях и, скажем так, пробелах, да, в этом приборе. То есть то, что в нем портит впечатление. Я не знаю, у меня мнение об электрониках достаточно специфическое. То есть это первый прибор, который у меня появился, но, возможно, ввиду этого у меня к нему какие-то такие особые, скажем так, чувства, но я уже с годами понял, что это достаточно простой прибор. Это я говорю за электронику EM25. В ней много чего ломалось, она примитивно звучала. То есть мне сам прибор этот не нравился, в нем нет вот какой-то харизмы. Да? В EM26 тоже визуально это прибор достаточно компактный, красивый, то есть вот все неплохо. Но на самом деле, когда я столкнулся с ремонтом данного синтезатора, мнение у меня сразу же моментально и кардинально поменялось о нем. То есть прибор мне не понравился. Единственное, что уравновесило вот это мое негативное мнение после долгого ремонта данного прибора, так это то, что в конце наконец-то все хоть как-то зазвучало. Почему я говорю хоть как-то? Потому что играть на этом приборе приходится со знанием его особенностей. Например, вот этот звук, который пролазит. То есть, что нужно постоянно убирать фейдеры, что внутренние гейты по линии C срабатывают, соответственно, от какого-то там шума источника сразу же. И если у вас, соответственно, модулирующий сигнал для линии C слишком шумный, либо там какие-то щелчки, то все это будет пролезать в модуляцию. То есть это надо понимать. Следующее, что сильно портит мнение, это качество плат. Но это классическая проблема многих советских приборов. Качество плат плохое изначально с завода. Там с завода много прорезей между дорожками, то есть залито все канифолию, дорожки отслаиваются и так далее. То есть это, скажем так, общая проблема некоторых производств, но она очень сильно портит мнение о любом устройстве, которое ремонтируешь. Компоновка внутри достаточно плотная, компактная, это хорошо. Там применили шлейфы, маленькие уже разъемы, то есть не все запаяно наглухо, все платы можно отсоединить, но есть минус. Шлейфы с одной стороны стоит разъем, а с другой шлейф запаян в плату. И вот эта часть, которая запаяна в плату, она имеет свойство отрываться, перетираться, она отрывает дорожки. То есть лично в этом приборе у меня было 3 места, где шлейф визуально целый, но не рабочий. То есть в частях каких-то изломы, что-то еще, там они проклеены были с заводом клеем, наверное, типа БФ или момент какой-то, но, соответственно, это уже не имеет смысла. Нужно сейчас проливать термоклеем и ремонтировать эти шлейфа. Самый большой минус, на мой взгляд, конкретно в этом приборе, потому что, насколько я понял, бывают нормальные ревизии. В этом приборе будет еще отдельная глава по ремонтам. Была проблема с питанием. Дико грелся блок питания, то есть разогревался прям так, что до него нельзя было дотронуться. И я там целое расследование проводил, потому что по схеме указан один трансформатор, установлен трансформатор другой. Схемотехника сделана из запчастей, видимо, которые были доступны. Ну, то есть, условно, весь синтезатор построен на одних и тех же микросхемах. И блок питания тоже. И все это дико странно греется и так далее. То есть, ну, скажем так, опять же, это особенности советского производства. Видимо, какая номенклатура была, такую номенклатуру и ставили. Вот. Но в этом приборе как бы это была большая проблема. Трансформатор, то есть, грелся просто впустую. То есть более 40 вольт, из них 20 вольт гасится зачем-то, с какой-то целью, то есть неведомой мне. Вот, все это дело переделали, забыли, напряжение я понизил, и все заработало как часы, скажем так. Следующие подстрочные, это понятно, везде их меняем. Из необычного, что меня здесь удивило и порадовало. Здесь очень необычная псевдосенсорная клавиатура. Почему я говорю псевдосенсорная? Потому что, ну, для вас это выглядит это как обычная клавиатура, да? Но я удивился, когда я ее разобрал. То есть эта клавиатура визуально напоминает EM25. Я ожидал увидеть проволочки, которые перекидываются между шинами, но я этого ничего не увидел. Вместо этого я увидел одну общую плату, на которой есть контактные площадки, которые залокированы. То есть механического соприкосновения нигде не происходит. А происходит, скажем так, там пластиночка приближается, и у нас начинает работать емкость, скорее всего, там, и срабатывает микросхема. То есть это очень круто, но
еще более меня удивило то, что здесь даже есть отдаленно некоторая динамика, но об этом нужно знать. То есть у нас из инструментов в СССР с динамикой был всего один, ну условно два синтезатора. Почему два? Потому что это один и тот же, просто в разных ревизиях. Один для внутренней продажи, второй для продажи на зарубеж, ну экспортный. По-моему, это EM, я сейчас говорю, 15 или 17-я, Вента, в общем, пиано, которая с клавишами. Вот, так вот, в этом приборе есть некоторое подобие динамики. Я сейчас постараюсь это продемонстрировать, и по факту из этого прибора можно сделать прибор с динамической клавиатурой более, скажем так, с более лучшей артикуляцией. Сейчас артикуляция практически отсутствует, потому что там срабатывание идет уже на крайнем положении клавиши, скажем так, ввиду вот низкой чувствительности. Но сама задумка клавиатуры и ее реализация, вот она вот интересная. Во-первых, она не изнашивается, да, то есть у нее нет такой проблемы, как проволочки, она не изнашивается, не окисляется. Это хорошо. То есть она лучше, чем герконовая, потому что она быстрее срабатывает. То есть знаменитые векторовские клавиатуры в FAEM, в Polyvox, там и где еще не в Maestro, там герконы, которые применялись, ну, везде, от телефонов, чтобы трубку положить, и до клавиатур. Мне не нравится, например. То есть они имеют еще свойство залипать, трескаться, ломаться, а они неудобны в настройке и так далее. Я сейчас продемонстрирую вот это подобие динамики, которая есть в этом приборе. Надену наушники, потому что его прям нужно услышать. Включаем струнные и нажимая клавишу, да, то есть нужно найти положение, в котором звук начнет открываться. И он открывается не на всей громкости, он открывается как раз таки по чуть-чуть. Чем больше давишь, чем больше он открывается, когда пластинка там приближается к контактной площадке, которая является, ну, как скажем, приемником. Да? То есть давайте вот найдем какую-то клавишу. Ну, она на каждой клавише это работает. Все это дело на каждой клавише. То есть вот показываю, да. То есть вы слышите, да, то есть есть некоторая огибающая, как раз таки огибающая громкости. Я сейчас покажу на других клавишах, оно есть на каждой клавише. То есть, чем сильнее вы нажмете, чем ближе будет контактная пластина, чем больше будет громкость. Понятно, что при игре на таком приборе с таким качеством клавиатуры вы не чувствуете этого, но технически идея это есть, заложена. Я вот не знаю, ее закладывали прям изначально или это просто, скажем так, особенность схемотехники, которая получилась случайно, так же как и фильтр Polyvox, например, да, это особенность микросхемы, которая позволила реализовать на нем фильтр. Но я сейчас вот попытаюсь нажать аккорд плавно, не знаю, что из этого получится, но давайте попробуем, я этого еще не пробовал делать. Слышно, да, что я, когда звук плавно появляется, если я резко, соответственно, нажму, да, и получается, у меня есть артикуляция. И вот это в этом приборе меня прямо удивило. Клавиатура меня порадовала. Давайте я еще раз покажу это дело, да. Некоторое подобие есть. И это интересно просто ввиду, ну, скажем так, реализации. Да, об этом, соответственно, нигде в инструкции не написано. Понятно, что на черных клавишах это работает хуже, потому что ход клавиши меньше, и вот этот найти момент, когда начинается звук, очень сложно. Да. Технически, если сместить плату выше и площадки, то можно бы было получить прям очень неплохую артикуляцию. Вот, давайте подбивать итоги. Just to try, is the pain, it's not working.
No, 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 no. It's hard to gamble when you lose every bet. It's hard to save money when you're 20 years old. The blues is falling down your brain. I think I'll get a shotgun and disconnect my brain. Made some mistakes, had some bad breaks. Now my mind ain't working, my whole body aches. The blues is falling down your brain. My life is like water, just circling around the drain. Keep starting up, keep on falling down. Keep on starting up, and keep on running down. Blues is falling down your grave. Oh, I think I'm gonna go get shotgun and put a bullet in my brain. Yeah, yeah, yeah. Подбиваем с вами итоги по EM26. Прибор компактный. Прибор поздних годов выпуска. Это, в принципе, никак не влияет. Здесь нет ничего такого инновационного. Единственное, что его выделяет среди советских приборов, это то, что это вокодер. И, как я уже упоминал, их было всего два. Вокодер внутри 10-полосный, чтобы вы понимали. То есть, да, есть 10 частот, по которым он работает. Количество полос — это, скажем так, некоторая характеристика вокодера, которая влияет на его звучание, соответственно. Внутри прибор имеет ряд особенностей. В ремонте достаточно такой специфический, проблемный, ввиду плохого качества плат. Звучит, опять же, специфически, то есть не все звучит хорошо. Шума, пролазят модуляции по плате с входов и так далее. И как бы его не приводили в какое-то идеальное состояние, я очень много времени потратил на то, чтобы понять, почему пролазит звук по линии А. Оказалось, что это так и должно быть. Точно так же может пролазить звук какой-то модуляции, звук струнный где-то пролазить, ввиду того, что внутри все так скомпоновано, скажем так, и так собрано, что невозможно получить прям вот идеальный звук. Это нужно понимать. Но все-таки некоторые особенности, вот особенно пролазящий звук на линии А, это прямо раздражает, скажем так. Нужно прям понимать, что ты делаешь. В любом случае потом требуется некоторая постобработка, чтобы что-то подрезать. Если вам не нужен этот звук, да, то его нужно как-то потом будет вырезать. Почему так получилось? Скорее всего, ввиду того, что микрофон это не постоянный источник звука. Да? То есть вы говорите, идет звук, вы молчите, звука нет. И поэтому, когда вы пользуетесь микрофоном, линия А у вас может быть открыто и ничего не будет проходить. Но когда вместо микрофона у вас появляется драм-машинка либо какой-то уже другой источник, то это уже становится проблемой, потому что вы слышите то, что подается на вход. Хотя все регуляторы как бы стоят в таком положении, что не должно быть идти звука. Это именно, скажем так, эта особенность, это погрешности аналоговой схемотехники вокодера. И с этим, скорее всего, ничего не сделаешь, но это не точно. Я бы изучил, потому что, скорее всего, есть аналоговые вокодеры, которые делают это более правильно, более лучше. Теперь по вопросу применения его в современной музыке, и рекомендовал бы его я. У меня предвзятое отношение к электроникам, я повторюсь. Но даже с этим предвзятым отношением, даже с тем, что я несколько дней очень долго его ремонтировал и прямо, скажем так, гневался по поводу всего внутри происходящего, после того, как все заработало хорошо, я достаточно долго сидел и игрался с вокодером, потому что для меня это, скажем так, в новинку. Я пользовался цифровыми плагинами, да, вокодерами, но там нет вот этой живости исполнения, полного контроля, да, тут немножко оно все-таки иначе. Тут достаточно любопытно. Кому это может пригодиться? Синтвейв, в принципе, используется, очень активно используется в соуле. То есть, насколько я помню, там часто вот берут именно пилу,
какую-нибудь и модулирует ей вокал. Мне этот прибор понравился именно в плане генерации всяких мелодическо-ритмо-шумовых рисунков. То есть вот когда какой-нибудь очень шумный сэмпл вокала, модулируешь какую-нибудь линию ударной и подмешиваешь в него какую-нибудь еще гармоническую составляющую, получается интересно. Вот это меня прямо завлекло. Любимое сочетание в этом видео — это когда играет какой-нибудь блюзовый вокал, очень такой охрипший голос, да, и он модулируется вокодером. И если там есть еще какой-нибудь ритм, это вообще великолепно. Ты просто сидишь и даешь этому вокалу, этим словам новые гармонии. Это затягивает. Вот это то, что мне понравилось в этом приборе. И я, если вдруг еще в жизни столкнусь с другими вокодерами, сравню обязательно, расскажу, насколько они отличаются. Но само устройство, конечно же, интересное. В видео я постарался показать, как его можно использовать. По звуку оно достаточно такое специфически, занимает какой-то диапазон частот. Вот здесь нет особо плотных звуков, каких-то басов таких. Я, правда, не пробовал пропускать это через компрессор дело. Здесь вот какая-то такая середина и верха. Но верха здесь вокодер пропускает практически целиком. То есть, чем шире спектр подаете, чем хуже работает вокодер, потому что у него получается сигнал, который вы даете, он занимает все полосы. Это я имею в виду, конечно же, модулирующий сигнал, да, то есть не источник, не опору. На опоре, наоборот, чем больше гармоник, чем больше спектр, чем лучше, да. И, видимо, поэтому, собственно, используются струнные с хорусом обычно для основы вокодера. Вот такой вот прибор, очень симпатичный внешне, поздних годов выпуска, не знаю, насколько их было много, но я их встречаю нечасто, попадаются они достаточно редко. По звуку вы все услышали в видео, на этом на сегодня все, некий экспресс-обзор этого прибора сделал, вам показал, надеюсь, кто-то откроет для себя что-то новое. И, возможно, кого-то заинтересует данный прибор. Всем пока, с вами был канал Трипология звука. Еще раз благодарю всех комментаторов, всех донатеров. На стримах мы с вами еще увидимся, я поблагодарю лично. Всем пока, до новых встреч. Погрешности, да, аналогового... Это погрешности аналогового... Это погрешности блока аналогового... Аналогового. Это особенность, это погрешность аналогового